О чем говорили на форуме в Париже? Арест за исполнение песен иноагентов, интеграция в Португалии. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 18 октября, 14:30. 11 октября в Париже прошла конференция «Руси Либерте 2025». Мэр 11-го округа Парижа рассказал о планах увековечить память Бориса Немцова. Юлия Навальная пригласила диаспоры к сотрудничеству, а певица Монеточка спела свою новую песню «Ты солдат». Также она поддержала иммигрантов, переживающих, что у них не все получается, рассказав историю, что Набоков написал «Лолиту» спустя 40 лет после своего отъезда из России. Это меня немножко успокоило. Давай верю, что все в свое время придет, и важно и выучить язык, и разобраться с документами. Никакой гонки, никакой спешки нет. Единственная спешка, которая есть, в том, чтобы не забыть среди этого всего просто жить. У нас была встреча с представителями диаспоры из других стран. Мы обсудили представительство в ПАСЕ и возможность такого представительства для иранцев. Узнали, что половина уйгуров говорит на русском языке и что Сталин их разделил и передал половину Китаю, где они подвергаются геноциду. А еще поделились опытом взаимодействия с людьми, оставшимися в наших странах, с активисткой из Афганистана. На своем концерте «Монеточка» разрешила нам провести сбор на портативной электростанции для больниц и школ Украины. Мы из стран, где живем, привезли подарки для доноров. В сумме за 2 дня, включая концерт и конференцию, мы собрали около 1400 евро. Среди подарков была картина Марины Трегубовой «Путы или хор», которую я приобрел на нашей онлайн-выставке «Нет войне», в том числе сделав пожертвование 50% на этот сбор. И я очень рад, что смог рассказать о нашей выставке и подарить эту картину Монеточке. Посмотрите на YouTube-канале Олива Лайф интервью президента La Association de Russisch Livres Алексея Нестеренко и президента Руси Либерте Ольги Прокопьевой о том, как создавалась и чем занимается их организация, зачем проводится эта конференция и что на ней происходило. На конференции Монеточка говорила, что переживает за музыкантов, которые поют ее песни в России. К сожалению, опасения оправдались. В Санкт-Петербурге началась проверка уличных музыкантов группы Stop Time после обращения депутата Госдумы Михаила Романова, которому не понравились подростки, танцующие под песни иноагентов. Поделитесь в своих соцсетях рисунком пользователя соцсети X Align My, чтобы поддержать арестованную 15 октября певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наока. Мы продолжаем размышлять о том, как должна быть устроена Россия будущего в нашем дискуссионном клубе. И хочу поделиться идеей карты интересов для законов. Для того, чтобы обеспечить защиту интересов граждан, предлагается все законы рассматривать через призму интересов, причем не на основе декларации лоббистов, а проводя анализ того, к чему этот закон приведет. Ссылка на вступление в дискуссионный клуб в описании. Мы развиваем направление помощи русскоязычным иммигрантам в интеграции в Португалии и в партнерстве с консулами антивоенного комитета и активистами из Беларуси разработали список полезных ресурсов для тех, кто находится в бедственной ситуации. Руся Рассвет подготовила для вас целую поэму под названием «Голоса». Ожидайте в ближайшее время на нашем YouTube-канале. Маленький спойлер. Ты стал тем, против кого воевал твой дед. И еще один анонс. Акция возвращения имен пройдет 29 октября с 19 до 21 часа в кафе «Либерти». Приходите. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.